Улыбчивого всем настроения и добро пожаловать в мою маленькую мастерскую. Как же я люблю свою мастерскую, маленькую, уютную, светлую каморку. Я могу здесь находиться целыми днями. Кроме меня здесь никто не бывает, и здесь 100% моя зона комфорта. Я обожаю то, что я делаю, я обожаю свои игрушечки. И мне очень приятно, что вы находите время, чтобы заглянуть ко мне в гости. Сегодня у меня 3 игрушки. 2 лягушки и 1 длинноухий зайка. Зайчик у меня именной, в кофточке с буквой L. Начну я с зайца. Все детальки на зайчика у меня готовы. Зайка будет в нежнейшем пудровом цвете. Кофточка будет вот таким цветом. И здесь я уже приготовила фетр и буквочку L. Вот такое сочетание цветов будет у меня у зайки. Это пожелание заказчика. И зайка у меня будет с вышитыми глазками. Здесь я сделала разметку. Глазки будут не спящие, как у меня в прошлых зайчиках. Полумесяц внизу с ресничками. Глазки будут как у погремушек, только немножечко больше. У меня уже есть и ушки, и ручки. Зайчик будет без пришивных деталек, то есть на ушки я не буду пришивать медальончик. Зайка для маленького ребенка, поэтому на зайчике не будет никаких пришивных деталек. Дальше у меня есть заготовочки на лягушку, но я сначала сделаю зайку, покажу вам готовый результат, и дальше перейдем уже к лягушкам, и я покажу, что у меня будет дальше вязаться. Итак, зайка почти готов. Букву я тоже уже вырезала. Она здесь у меня вот. Осталось только вышить глазки. Так как у меня самая большая проблема с оформлением мордашек, как вы все знаете, я оформляю свои игрушки очень-очень просто. Это глазки-бусинки и совсем примитивная вышивка, если нужно. И чтобы мне вышить 2 красивых, а главное одинаковых глаза, я сначала всегда очень-очень тщательно все вымеряю и обкалываю булавочками, делаю разметку тщательно, и только после этого делаю вышивку. Сейчас буду оформлять, и хоть бы все получилось. Все, зайка полностью готов. Завтра он отправляется к своей новой маленькой хозяйке. И поэтому у зайчика нету металлического медальончика, но есть бирочка, которую потом снимут. Здесь только пряжа и белый наполнитель. Все. А я напоминаю новым зрителям, девочкам, которые недавно на моем канале, что мастер-класс на зайку вот такого длинноухого и на кофточку отдельно есть у меня на канале. Ссылки оставлю внизу под видео, или же можете полистать мои видео, и вы обязательно найдете много интересного. Зайку я упаковываю и отправляю. И продолжаю вязать лягушек.
А я продолжаю собирать коробочки добра. Сегодня у меня коробочка для Заряны. Ей 11 лет, маленькая рукодельница. И я ей собираю коробочку, такую девчачью. Коробочка поедет в село Кривошеїнці, Белоцерківский район. Заряна любит бисер, поэтому я собрала ей бисер, леска, замочки, штучка для хранения бисера, ну, конечно же, блокнотик с розовыми листочками, такой девчачий, немножко ткани, может, будет не только бисером заниматься, но еще найдет себе какие-то новые увлечения. Пайеточки, еще один маленький блокнотик, ну и немножечко пряжи, как я обычно это делаю. Сейчас я это все упакую, и уже завтра посылочка поедет к своей новой хозяйке. И на очереди у меня еще одна посылка. Здесь у меня уже практически ничего не осталось. Посылочка еще одна для девушки Ланы. Здесь у нас тканюшки. Всякие штучки. Проволочка. Вот так. Красота. Надеюсь, Зарянке понравится. Угу. Так, все, можно отправлять. Ну и сразу собрала вторую коробочку, доложила своим джинсикам, потому что, ну, совсем уже остаточки остались. Ну и, конечно же, всякие рукодельные мелочи обязательно добавляю. Пайетки, пуговички, декорчик и маленькую свою любимую коробочку с лавандой со всякими штучками. И, конечно же, еще блокнотик. Итак, у меня здесь все готово для лягушек. Есть два тельца. Это для девочки, это для мальчика. Здесь я уже глаза подготовила. Две головы. Есть ручки. И есть все ножки. У мальчика ножки в штанишках, а у девочки будут в таких панталончиках. Сейчас я вставлю глазки для лягушки. Глазки у меня вот такие голубенькие, очень красивые. Сейчас буквально пару минут, и все глазки будут на месте. Проверяю, еще бывают глазки немножко, вот здесь я вижу с браком, облезла краска с внутренней стороны, и глазки смотрятся не очень красиво, поэтому такие глазки я заменяю на другие. Когда-то их купила на Алиэкспресс для собак. Хотела вязать собачек, но в результате
все глаза голубые у меня идут только на лягушек. Вот так это выглядит. Очень-очень красивые голубые глаза получаются. Так. Еще пару минуточек. И все. Можно будет пришивать головы и полностью собирать игрушечку. Так, есть еще один глазик. Так. Показалось. Все. Глазки надежно закреплены. И все детальки у меня готовы. Можно собирать. И сейчас я вам покажу следующий процесс. Итак, лягушечки почти готовы. Вот так выглядит девочка. Здесь осталось только глазки, и юбку я подвязываю уже в самом конце. У мальчика все проще, осталось только глазки, ну и улыбка. Глаза у меня здесь все есть. Последний этапчик, и две замечательных лягушки будут готовы. Лягушечки готовы. Вот так выглядят эти игрушки. Замечательные лягушата. Раньше я их вязала часто, особенно мальчиков. Есть еще оформление не штанишки, а тельняшка. Тоже смотрится очень-очень классно. Мастер-класс на таких лягушат тоже есть у меня на канале. Ссылочку оставлю внизу под видео. И спасибо всем, кто подписывается и ставит палец вверх, кто пишет комментарии и сообщения. И, конечно же, спасибо всем, кто просто заглядывает ко мне в гости в мою мастерскую. Сегодня неожиданно вернулась коробочка добра. Посылки — это всегда приятно. И я хотела вместе с вами ее открыть и посмотреть. Посылочка пришла ко мне из Харькова, туда, куда я отправила свою маленькую коробочку добра. Так приятно, как красиво. Сладости всегда приятно. Это коробочка ручной работы, очень-очень миленькая. Я всегда люблю те подарочки, где присутствует ручная работа. В них всегда настолько много тепла, настолько веет добротой, то я прям ощущаю это физически.
Спасибо огромное. Это маленький кофе, кстати, обожаю кофе. Спасибо за такие приятные радости. И это очень приятно. Спасибо, Аллочка. Ну, у меня просто нет слов, и это настолько классно, настолько приятно. Этого, мне кажется, не хватает сейчас каждому человеку в нашей стране ощутить капельку таких положительных эмоций, капельку радости и капельку счастья. Так что спасибо огромное. Это очень приятно, и я благодарна вам от всего сердца. Спасибо огромное.